Друзья, всем огромный привет! Я очень рад видеть вас на своем канале. Итак, сегодня на дворе у нас 16 мая 2025, пятница. Вот, я нахожусь опять в своем любимом саду. Вот, и опять решил заняться шиномонтажом. Да. Вот, хотя, честно говоря, я еще не до конца определился, заняться ли мне разбортовкой или нет. Короче говоря, суть, значит, в следующем. На прошлой неделе я поменял резину, да, вот. И, короче говоря, проехал я уже больше 200 километров. Вот, но у меня что-то какое-то такое ощущение, что как-то балансировка нарушена. Вот, и даже не знаю. Короче говоря, значит, я первый день поездил, что-то как-то, мне кажется, что он идет не очень ровно, так, мотоцикл, как-то. То ли я еще подумал, может быть, я зажал переднюю вилку. Вот здесь, вот знаете, вот у Африки Твин, у нее можно немножко неправильно собрать переднее колесо, да, когда устанавливаешь. И получается, что снизу вилку немножечко вот так или шире сделать, или уже, и она перестанет как ходить вот, свободно, да. Вот, но на следующий день я взял ключ, короче, открутил одну сторону и поехал, в общем-то, с открученным пером, да, так, ну, расслабленным, и никакой разницы не почувствовал. Потом я подумал, что, может быть, немножечко вилка поджата, да, пружины. Вот, но они у меня были поджаты, потому что я не ослаблял их после последней поездки. В общем, я распустил вот здесь полностью пружины, ну, почти 4 оборота сделал, вот, выровнял все, правое и левое перо, поехал, стало лучше, да, лучше стало, но как-то вот все равно на каких-то определенных вот частотах как-то он мотоцикл вот так вот, немножко руль вправо-влево не бьет, но вот как бы вот такая вот, как по неровной дороге едет. Иногда я еду так, о чем-нибудь задумаюсь, да, и вроде бы не замечаю ничего. Вот, и поэтому такое ощущение, что то ли мне кажется, то ли это на самом деле так. Ну, я колеса балансировал, конечно, вот, все выставил, но, значит, покоя мне это не дает. Один день вроде я еду, ничего не замечаю, на следующий день мне кажется, что как-то она работает не очень хорошо, такое ощущение, что как-то вот колбасит немного мотоцикл. Вот, что мне не нравится, это вот у меня на заднем колесе вот пришлось 4 грузика повешать, да. 4 грузика это, во-первых, и во-вторых, уже после того, как я все забортовал, поставил, приехал домой, я вспомнил, что я хотел, заднее колесо я переделывал под бескамерное. У меня заклеен обод. Вот, но так как он меня начал пропускать, то я, в общем-то, удалил вот этот сосок и вставил камеру. А, значит, вот эту ленту, которая обклеена, я ее не удалял. И, значит, я дома потом сижу, думаю, блин, что же я ее не удалил? Надо было ее просто снять, удалить. И как бы, во-первых, это лишний вес, да, во-вторых, может быть, вот она как-то влияет на балансировку. Вот, поэтому я вот сейчас приехал. Вот, погода вроде позволяет. И я так думаю, что я сейчас сниму заднее колесо. Значит, поставлю его вот в это приспособление для балансировки, посмотрю, что с балансировкой, и, может быть, все-таки я его опять разбортую, удалю вот эту фигню всю, и снова забортую, и отбалансирую, и поставлю. Вот. У меня такое ощущение, что все-таки это, наверное, заднее колесо немножечко как-то вот этот дисбаланс вводит, потому что мотоцикл вот так вот, как бы едешь, вот, ну, понятно, что дорога так неровная, но на автобан выходишь, я этот круиз-контроль свой зажал, отпустил, вроде ровно идет, все так, ну, как-то вот так периодами такими как-то так. Вот. И, короче, вот это не дает покоя. И я все-таки решил перед тем, как я отправлюсь в путешествие, проверить это, чтобы я уже... А то я знаю, поеду, и постоянно будет вот этот головняк, постоянно будешь об этом только думать и прислушиваться, там, ощущения свои там испытывать. А так я уже буду знать, что все нормально, короче, и едь спокойно, и все. Вот, я уже снял колесо, и смотрю, что действительно что-то это самое непонятно. Вот я его отпускаю, да, и вот понятно, что вот эти вот грузики перетягивают. И причем так не слабо.
Вот если я отпускаю, да, вот оно сразу идет вниз. Странно, почему так получилось? Может быть, как-то это... Непонятно, почему так. Короче, я сейчас попробую еще раз отбалансировать. Если у меня уйдут грузики почти все, там останется один, допустим, да, ну 2, то это... Может, я не буду его разбортовывать, оставлю так. Уже когда уже буду менять покрышку, тогда я вот эту всю шелуху сниму. Значит, я ее не стал сразу снимать еще по той причине, вот эту пленку, которая обклеена, которой обклеен мой обод, да, потому что, ну, во-первых, туда не попадает вода, да, через спицы вода не попадает, там всегда сухо, и поэтому как бы это good. Вот. Во-вторых, я еще подумал, что, ну, в случае, например, если камера бах лопнет вот так вот, да, ну, допустим, да, то воздух сразу не выйдет, потому что она у меня спускала, да, и, ну, сейчас, понятно, я сосок удалил, через сосок будет выходить, но он выходит воздух медленно, то есть, по крайней мере, я так думаю, что быстро очень не выйдет, и колесо не разбортуется, и, ну, например, я там буду ехать где-то, и там вот она, бам, камера лопнет, и, в общем-то, давление сразу не выйдет все. Вот такая у меня еще была мысля, поэтому я не стал удалять, и, в общем, сейчас попробую отбалансировать еще раз и посмотрим. Вот, ну и по традиции, вот, сейчас забацаем стейк, сначала перекусим, ну и, так сказать, в удовольствие позанимаемся мотоциклом. Да, вот, короче, я убрал 3 грузика, и вот теперь оно уже практически в равновесии. Не знаю, как так получилось. Вот оно медленно-медленно грузик поднимается. То есть 3 я убрал, это ж он прилично. Вот, поэтому вот так вот. Так, друзья, в общем, стейк я зарубал. Хотел снять стейк, но что-то так увлекся и, короче, пока все не съел, не мог оторваться. Вот. Короче говоря, сейчас я ставлю колесо, проеду до дома как раз и посмотрю, как оно себя поведет. Но я думаю, что как раз именно в этом и была загвоздка. Вот, не в правильной балансировке именно заднего колеса, поэтому мотоцикл вот так вот, он как бы вот так вот, что-то как скачет так. Так, итак, друзья, сейчас мы проверим, как выглядит балансировка. Но я могу уже сразу сказать, что выглядит она гораздо лучше. Вот, я тут сейчас проехал по короткой такой дистанции. Вот, еще не выезжал как бы на скоростную дорогу, но вот в районе 50 км в час прям, ну, вообще круто. Вот, например, вот я еду. Ну, шикарно. Вот сейчас просто ощущаются неровности дороги, и все. Вот, и главное, выйдем на автобан, посмотрим. Но на автобане меня, в принципе, как скорость переваривала за примерно 100 км в час, уже почти не ощущалось какого-то биения. А так, мотоцикл как бы вот так вот, как-то вот он, вот так вот. Не вот так скачет, да, а как-то вот так вот, тук-тук-тук. Вот, как так получилось, я так и не понял. Вообще, честно говоря, так как... Вот я говорю, что я обратил внимание, 4 грузика. Думаю, блин, что-то дофига. Вот. Обычно там, ну, 2, ну, максимум 3. А тут 4. Думаешь... Вот, я сейчас вот просто размышлял над этим, думаю, как же так могло получиться. Единственное, что я могу сказать, свое оправдание, это то, что я начал накачивать колесо, в общем, покрышку одел, да, начал накачивать колесо, у меня сел компрессор, батарейка села, он дык отключился где-то там в районе 2 бар. Накачал, и колесо не село. С одной стороны, как бы не село, да,
справа и слева в другом месте тоже не села до конца на обод. Да, такая как бы вот. Ну, я так подумал, окей, пусть пока заряжается этот, кто он, компрессор, я тем временем отбалансирую. Вот, думаю, покрышка никуда не сместится больше, масса одна и та же, что там, воздух, воздух и есть, даже если я давление подниму, это никак не влияет. И я поставил вот на балансировку, вот отбалансировал, как отбалансировал. И сейчас я единственное подумал, что может быть, но с такой натяжечкой, что раз, значит, покрышка не села до конца на обод, то ее внутренняя вот эта часть, да, вот эта, она как бы была немножко еще внутри диаметра, да, то есть как бы вот не весь диаметр захватывала, а потом, когда она села, диаметр чуть-чуть увеличился, увеличилась масса, да, но это же там вот с одной стороны и с другой стороны. Вот это вот может быть, что там чуть-чуть прибавилось, там вот эти 20-30 грамм. Вот, но хотя даже не знаю, возможно ли так или нет. Вот сейчас я еду, разговариваю, я как бы вообще ни о чем не замечаю. Чуть-чуть так я мысль держу, все-таки болтает меня или нет. Но могу сказать, что не болтает. По крайней мере, как было, там я везде ощущал. То есть больше или меньше, больше или меньше, больше, потом вроде поменьше. Сейчас нет, сейчас вот ровно идет, потом раз так, ну, какая-то неровность попадется, вот. Вот и все. Что-то я слишком много газа дал. Да, идеально идет. Идеально. Да, вот сейчас я чувствую, тогда все-таки колбасило, потому что сейчас я могу спокойно круиз включить, отпустить руль, и он пофигачит. А мы сейчас так и сделаем. Так, вот шестая, 160. Так, вот. Так что вот так. Итак, значит, как я уже сказал, до моего старта в мотопутешествии остается ровно 10 дней. Ну, я, в принципе, готов. Мне нужно будет только еще купить немножечко продуктов. Таких сушеного мяса куплю, там какие-нибудь бульончика такого, чтобы быстро приготовить. И все, и надо упаковывать сумки и... Еще день-два, может быть, займет разместить это все, нужно будет на мотоцикле, так все ровненько. Вот, так что... Так, ну что, друзья, на этом я заканчиваю это видео. В общем, я еще тут день-два поезжу, покумекаю, понаблюдаю. Вот, и тогда уже через пару дней, может быть, сниму окончательное видео. Последнее, наверное, перед тем, как я отправлюсь в мотопутешествие. Я вот еще тоже думал, можно так теоретически небольшие шорты вот эти снимать, когда я буду ехать. Не знаю, стоит ли этим заниматься или нет. Ну, посмотрим. Будет, как говорится, люст, настроение, можно будет что-то снять. Или какая-нибудь красивая локация. Вот, если нет, то и плевать. Так, ну и все, друзья. На этом я прощаюсь с вами. Давайте, до встречи. Увидимся. Пока.